Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем развивать знакомство с принципами физики, перенося их на психологическую повседневную реальность. И сегодня объектом нашего внимания станет гравитация в ракурсе темы общения. Если вы знакомы с физикой хотя бы немного, то знаете, что объекты гигантской массы или плотности вызывают гравитационный эффект, то есть эффект притяжения. И рядом с такими объектами искажаются даже время и пространство. Объекты меньшей массы или плотности попадают в гравитационное поле и притягиваются, после чего происходит одно из двух. Первый вариант – притяжение так и не останавливается, что приводит в итоге к слиянию мелкого и крупного объекта. Собственно говоря, именно так этот крупный объект и формировался. Либо второй вариант – притяжение в какой-то момент останавливается, формируя естественную границу, но все же более мелкий объект уже попадает в гравитационную зависимость и начинает вращаться вокруг более крупного по траектории, проходя через фазы сближения и отдаления, как, например, Земля вращается вокруг Солнца. Теперь к общению. Думаю, аналогии тут проследить труда не составит. Описанные выше варианты применительно именно к общению имеют искаженную суть, потому что предполагают формат подчинения одной из сторон. Но именно этим данные примеры и важны. Наличие общения критично для многих людей, ввиду чего зачастую люди готовы жертвовать своей объектностью, то есть активностью и волей, попадая в гравитационное поле, если так можно выразиться, какого-то человека, а то и растворяясь в нем без следа, лишь бы общение в их жизни было. Однако организм, то есть психику, нельзя обмануть, по крайней мере надолго, и в результате возникнет какая-либо телесная реакция недовольства, сигнализирующая о том, что человеку нужно что-то менять в данном взаимодействии. Чтобы преодолеть силу притяжения и покинуть чье-то гравитационное поле, которое не устраивает, восстановив свою объектность, нужно либо найти еще более сильное гравитационное поле другого объекта, но тут надо вовремя включить тормоза и не попасть в новую гравитационную петлю, либо развивать свое гравитационное поле, в результате чего произойдет отталкивание и естественный выход. Это непросто, но возможно. Гравитация вообще и гравитация в общении – уникальное явление, постигая которое можно многому научиться, многое понять про себя и про окружающих людей. Отрицать гравитацию опасно, это может привести к критическому урону и разрушению системы, организма в данном случае, или психики. На этом я буду заканчивать. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.